Привет всем, друзья! Вот мы гуляем по Сан-Франциско с Катюхой. Камера мотор, привет. Есть хард-рок кафе, а есть рок-хард. Вы угадайте, что здесь продают? Да пребудет с вами сила. Итак, доброго утра всем. Сейчас я еду в Сан-Франциско, город в стиле диско, и буду фоткать золотые ворота, мост. И у меня там ждет увлекательная встреча со знакомой, которая обещала мне показать немножко город и прогуляться. Так что я в большом предвкушении от города, от встречи и от всей прогулки. И, в общем, новые места, новые интересные люди. Кстати, чтобы проехаться по мосту Золотые ворота в город, то есть из города бесплатно выезжать, но чтобы заехать по этому мосту в город, нужно заплатить $10. Возможно, это для того, чтобы подстегнуть использовать carpool, то есть когда несколько человек ездят вместе на работу одной машиной, либо общественный транспорт, видимо, Сан-Франциско такой как бы уже плотничком с машинами, так что я не знаю, как я буду там искать парковку со своим бусом, но увидим. Я очень часто иногда завидую владельцам рамовских автодомов, потому что они такие широкие и просторные в ширину, а спринтеры очень узкие. Но когда едешь вот по таким дорогам, очень-очень узким и очень извилистым, то начинаешь понимать преимущество спринтера, когда можно спокойно в полосе вписаться и никому не мешать, нету никаких рисков никого задеть. Поднимаюсь на холм, с которого должен быть хороший вид на Золотые ворота, поснимать. С дрона, к сожалению, здесь вокруг снимать нельзя ничего, потому что вся территория какого-то национального парка. И у меня такое чувство, что они это сделали специально. Вот просто сказали, все, вся территория вокруг Сан-Франциско и весь Сан-Франциско, это значит наше все национальное, поэтому никаких тут вообще активностей не делайте. Но я думаю, что с вершины и на обычную видеокамеру можно снять хороший вид сверху. Посмотрим. Привет всем, друзья! Вот мы гуляем по Сан-Франциско с Катюхой, которая здесь живет уже как нейтив. Она гражданочка в полном смысле этого слова. И сейчас расскажет нам про этот чудный город. Итак. Камера мотор, привет. Я живу в Сан-Франциско последние 5 лет и очень-очень люблю этот город. Он очень уникальный. Для города, который... Никогда не спит? Я бы сказала, что он спит. Конкретно вот эта часть города, это very residential neighborhood, то есть... А в какой мы части города сейчас? Мы находимся в районе под названием Sunset. Конкретно, если zoom in, это получается Inner Sunset. Ага. О май гад, я себя чувствую... Блогер-инфлюенсер, всем привет. Да, мы находимся в Inner Sunset. Ты только скажи мне, когда там будет обрыв. You got it. Окей. Все в порядке. Мы находимся в Сансете, в Inner Sunset, и
Этот район находится южнее от Golden Gate парка. Golden Gate парк — это самый большой парк в городе. Мы туда придем сегодня. И это парк, он как большой лес. Чудесный лес. То есть это такой дикий парк, можно сказать. Он немножко дикий, я бы так сказала. Но самое интересное про этот парк — это то, что он man-made, то есть он построен человеком. Все деревья, которые ты там увидишь, огромные деревья, эвкалипты, озера, которые там есть, Так. холмики, это все было сделано человеком. Инner Sunset, как и другие маленькие районы в Сан-Франциско, имеют маленькие хабы, социальные хабы, где есть кафешечки, кофешопы, hardware stores, почта. Травка. Конечно, диспенсери дальше, через пару блоков. По-моему, здесь просто травку выдают на каждом углу, потому что я вот ехал, и все пропахло травой вокруг. Может, в городе не так, но вокруг города прямо из каждой машины дует. Welcome to California. Вас это напрягает? Нет, я очень Открыто? 420 positive. Окей. А что Да. это значит 420? 420, you don't know what 420 is? No. You're kidding me. No? Why? Сейчас. То, что мне не актуально, то мне не как бы Да, не интересно. Если я не ошибаюсь, 420 used to be a police code, код полицейский, когда арестовывают за Траву? да. Вот. Калифорния давно уже легализовалась, поворот. И здесь, да, здесь есть диспенсери, если хочется грибочков покушать, есть psychedelic church. Хорошо, а почему ты позитив к этому? Потому что тебе это помогает или просто ты за свободу в принципе? Я бы сказала both. Оба ответа подходят, Окей. да. А то, что когда люди, скажем так, курят в общественных местах, это как бы нарушает немного личное пространство людей, которые не курят. Как ты к этому относишься? Я не за то, чтобы курить человеку в лицо. Но ты понимаешь, что запах травы, он гораздо более едкий, чем запах того же табака, например. И даже если не в лицо, но вот мимо тебя прошел один, второй, третий, оно очень сильно как бы бьет в нос. Ну, да. А если это дети гуляют, там, 5 Я не за публичное употребление, скажем так. Окей. Вот. Но я не против личного употребления. Больше вопросов не имею. Вообще Сан-Франциско очень сложный для меня город с точки зрения съемки, потому что, во-первых, погода постоянно меняется и очень редко, когда просто хорошая солнечная. Во-вторых, это само исследование города очень тяжело делать, потому что непонятно, на чем его исследовать. Все достопримечательности очень далеко друг от друга. Припарковаться — это что-то нереальное. Все парковочные места в городе, которых и так очень мало, на обочине все забито. И даже там, где ты нашел припарковаться, ограничение при парковке 2 часа. То есть больше 2 часов все надо менять, искать какое-то новое место. Если все-таки ты решил, окей, я ставлю вэн и буду передвигаться на чем-то еще. На скутере, на моем электрическом, очень быстро высаживается батарейка, потому что очень холмистый город, и иногда под 45 градусов, то есть идет прямо спуск или подъем, и, естественно, на таком подъеме просто скутер сдыхает очень быстро. Пересаживаться на велосипед не хочу я по той же самой причине, потому что вместо батарейки очень быстро сдохну я. Единственный вариант это пешком или общественным транспортом. В то же время надо сказать, что город очень красивый, он очень разнообразный. То есть тут есть реально разные районы, итальянские, китайские, архитектура очень прикольная, такие все-таки центр города. И там же одноэтажные, двухэтажные домики. Ну и, конечно, весь город из-за холмов
вот такой спортивный. Все куда-то бегают, все куда-то на велосипедах. И я понимаю, что без спорта тут далеко не уйдешь. Реально очень-очень высокие склоны в городе, и нужно развивать мускулатуру. А еще именно сейчас, вот в ноябре-декабре, местные говорят, что в Сан-Франциско наступает лето, потому что реально солнечные дни, реально становится тепло от солнца, потому что реальным летом, календарным летом, почти весь город всегда накрыт туманом, дождями и, в общем, всем таким вот скучным осенним. Дело в том, что все эти массы спускаются в город с выше по штату, Сакраменто и гор, и Сан-Франциско находится в такой низине, они его просто накрывают, короче, и такой Лондон получается. А вот в ноябре, декабре, когда становится по суше, тут наконец выглядывает солнышко, и все такие, ну вот, наступило лето. Что еще интересно, хоть это и очень урбанистический город, я сейчас иду практически в центре города, везде, ну, только в парке. И тут везде таблички, что берегите своих собак, следите за ними, потому что в городе орудуют койоты. Считайте, волки дикие, и они могут напасть на ваших питомцев, в общем, и причинить им вред. С чем вообще ассоциируется у вас Калифорния? У меня она ассоциируется с двумя вещами. Это апельсины, которые в магазинах здесь из Калифорнии, но может еще авокадо. И, конечно же, Голливуд. Из голливудского я пока здесь ничего не встречал, но вот только что я наткнулся на фонтан самого узнаваемого, наверное, персонажа из кинематографа «Звездных войн». Да пребудет с вами сила! Ну и, конечно, какая же Калифорния без пальм? Пальмы здесь повсюду, пальмы здесь как березы. В общем, очень популярные и очень характерные для моего образа Калифорнии. Я думаю, что в Лос-Анджелесе их будет еще больше, но пока вот привыкаю, акклиматизируюсь к пальмовому виду. Вот такие вот роботы-машинки ездят по всему Сан-Франциско. Друзья, кто знает шоколад Джирарделли? Оказывается, в Сан-Франциско есть их фабрика. И также есть вот такой вот магазин, где можно испытать все чувства, которые вы испытываете к шоколаду, усиленные в 10 раз. Погнали, посмотрим. Ух ты, какой тут запах. В общем, все можно тут купить. Любые виды шоколада. До хрена. Какао и другие изделия. Так, наркоманящие нас по утрам и вечерам. I would love to try one of these. Unfortunately, they're just for the ice creams. Oh, okay. Хотел я обкушаться здесь всякими мороженными и коктейлями, но посмотрел на цены, ребята, и, наверное, буду я есть свои печенья. Потому что, вот смотрите, ценнички за мороженое. $16, $16, 16, 18. Такое недешевое удовольствие эти ваши шоколады. Ну, посмотрим и понюхаем зато. Как вы думаете, столько стоит плиточка вот такого шоколада с орешками? $37, друзья. $37. Обычный молочный шоколад. Ладно, я не удержался, купил себе маленький стаканчик какао. И вот он идет с такой вот маленькой шоколадной конфеткой. И стоит всего $7. Попробуем. Это просто какой-то вот просто инъекция сахара, кровь прямая. Просто один сахар, но шоколад тоже вкусный. Ваше здоровье. Не дурно. Очень не дурно. Ну, друзья, я сейчас в центре корпоративного, офисного
планктона, бизнеса всея Сан-Франциско в парке Salesforce. Тут все ребята, все корпоративщики вышли сейчас на дневной променад. Вот видите, ходят, заряжаются чем-то. А у меня немножко странное чувство такое, как будто я вспоминаю какую-то свою прошлую жизнь, как будто мне даже немного не хватает, но это только видимость. Да, конечно, были и хорошие моменты, были и хорошие дни в корпоративном мире у меня, но я не скажу, что я по ним скучаю. Скорее, где-то просто я сравниваю себя и такие флешбеки, как я тоже сидел в офисе весь день, как я ходил на обед куда-то размяться в парк, как я считал себя самым важным, самым полезным, самым успешным, идя в пиджачке на работу, уходя с работы поздно и с чувством удовлетворения, что я сделал все, что мог. И сейчас смотрю на таких же. Все сюда приехали с какими-то своими мечтами, амбициями. Для чего они идут? Что они продают? И знаете, эта корпоративная среда, эта корпоративная культура, она затягивает, она говорит тебе, какой ты важный, какой ты крутой, какой ты лучше других, наверное, там, да, и всего добился. А в итоге просто пьет твою жизнь. Пьет твою жизнь за деньги, за имидж, который ты тратишь какими-то обрывками, чтобы пожить немножечко вне этой корпоративной среды. Насладиться обычной жизнью. О, ты вышел из офиса, о, дерево, цветочек, нифига себе, как классно. Потом назад. И вроде как все классно. Но в какой-то момент что-то в тебе ломается. А у кого-то не ломается. А вот у меня сломалось. И я теперь жду не дождусь, когда я из этого прекрасного города наконец уеду. Потому что мне уже здесь вот столько вот уже мне этого города. Хватило 4 дня, не могу, он из меня все силы уже высосал, родимый. Тошно уже не смотреть на него. Но для разнообразия прикольно. Вот так вот едем в гору. Утро. Еду к мосту Золотые ворота. Надеюсь поймать нормальную погоду, нормальный свет. И, наконец, нормально его пофоткать. Потому что 3 дня подряд дождь, облака, ничего не видно, туман. И даже сейчас предсказать погоду, какая будет в этом городе, это что-то невероятное. У меня 3 приложения с погодой, как бы все очень известные. Каждое показывает свой прогноз. И в итоге, вот то, как я еду сейчас, ни один прогноз неверный. То есть по всем 3 прогнозам там либо солнечно, либо облачно, либо наполовину солнечно, а в итоге накрапывает дождь. Что будет, когда я приеду, не знаю, посмотрим, но это последний мой день в Сан-Франциско. Я уже тут 4 дня пытаюсь эту погоду поймать, и думаю, с меня хватит. Если сегодня не получится сфотографировать то, что я запланировал, то еду дальше с тем, что есть. Будет, значит, у меня в портфеле мокрый, дождливый Сан-Франциско. А вот и мостик. Съезжаю сейчас к парковке, с которой можно на него красиво посмотреть. Вот такой вот вид. И вроде бы
Погода налаживается, облака подсвечиваются, возможно, получится и красивые фотографии. Вот, друзья, самое то, что я хотел увидеть в этом мосту, когда на рассвете он начинает загораться под лучами. Это буквально длится, я думаю, полчаса максимум, когда солнце вот под таким углом, но оно реально его подсвечивает, а все остальное вокруг темное, и он очень контрастно и классно выглядит на этом фоне. Буду снимать. Вот смотрите, друзья, сейчас нахожусь рядом с мостом Золотые ворота, но с рассвета прошло 1,5 часа. И все, и свет уже совсем вообще не тот, он стал плоский, резкий, жесткий и совершенно неинтересный. Вот, пожалуйста, сравните, как сейчас выглядит этот мост, по сравнению с тем, как он выглядел с утра. Ни о чем. Хорошо, хотя бы погода солнечная, но скучно, плоско, неинтересно. Я когда-то, будучи студентом, подрабатывал в ресторане, работал на кухне, работал с французским шеф-поваром. И он мне объяснил 3 самых главных компонента французской кухни. Он сказал, первый компонент это масло, второй компонент это масло, и третий компонент это тоже масло. Вот 3 главных ингредиента французской кухни, говорит. То же самое я вам могу сказать и про фотографию. 3 главных компонента фотографии это свет, свет и еще раз свет. Не случайно фотография называется светопись, фотографос, поэтому ищите всегда интересный свет. Любая скучная фотография с интересным светом будет намного вкуснее, чем красивый пейзаж или классная достопримечательность со скучным в лоб плоским светом. Вот почему, отвечая на ваши вопросы, я встаю так рано до восхода и ложусь так поздно и сплю весь день. Такие дела. Друзья, есть хард-рок кафе, а есть рок-хард. Вы угадайте, что здесь продают? Журнальчики разные. Ну и все остальное, в общем, в этом духе. Угадайте, в каком я районе? Я в районе под названием Кастро. Не знаю, от какого кастрата это происходит, но тем не менее, Сан-Франциско. Центральный, так сказать, терпеливый район ко всем. Вот даже пешеходные переходы здесь радужные, как в Торе. Хотите попасть на другую сторону радуги? Можно прикупить одежду на любой случай жизни. И вот такой вот бар Twin Peaks. Хорошо, хоть не голубая устрица. Интересное объявление на столбах. Если вы нуждаетесь в недвижимости в этом районе, то вот этот товарищ Алексис сможет вам помочь найти достойную квартирку в этом районе. Да, я вам не рассказывал, друзья, что в итоге в Сан-Франциско мне все-таки влепили штраф за парковку. Я нашел после получаса поисков и кружений по всему городу свободное место и как бы даже не посмотрел на тот красный знак с приписочкой, что там каждый 3-й вторник с 10 до 12 дня тут уборка улицы и нельзя парковаться. И именно так оказалось, что это был тот самый вторник и тот самый промежуток времени. Я отскочил буквально на часик, чтобы поснимать рядом. И прихожу, вот у меня уже висит бумажка за штраф парковки в неположенном месте при уборке улицы. Угадайте, сколько мне
обошелся съемка моего достопримечательности. $105. $105. Вот такая вот цена парковочки во время уборки улиц в Сан-Франциско. Больше я туда на своем вене не поеду. Может быть, пешком, на велосипеде, пожалуйста, но на машине там делать нечего на такой, просто нечего. И реально, это не цена парковки, это просто такое чувство, что они пополняют бюджет все таким образом. Потому что рядом со мной стояли машины вдоль улицы на этом ряду, и у всех были такие квиточки. То есть у меня такое чувство, что реально город придумал себе такую замечательную статью дохода на гражданах, чтобы срубать бабло. Очень некрасиво. Сан-Франциско, я тобой очень разочарован.